Друзья, всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с нашим очередным объектом, где организована система сбора дождевой воды. Сегодня мы там поменяем неработающий насос, и это будет хорошим поводом для того, чтобы вас детально познакомить с этой системой. Выдвигаемся на объект. Вкратце, как обычно, про дом. Это примерно 200-210 квадратных метров, 2 этажа, площадь кровли ориентировочно 150 квадратных метров. Система сбора организована таким способом. Вода с крыши стекает в ливневую систему, по ней спускается под землю. В земле закопаны трубы коммуникации в виде канализационных труб, которые сосредоточены в емкости размером 12 кубов. Накапливается дождевая вода, затем, когда наступает засуха и нужно полить газон, цветочки, разные растения, включаем насос, поливаем. После хорошего дождя емкость 12 кубов наполняется практически доверху. Ее нам хватает на 6-7 дней для полива газона, цветов, деревьев и всего, что нужно здесь полить. Система работает 8 лет. Функционал ее заказчиков устраивает. Но пришел тот момент, когда мы должны очередной раз поменять насос. Сейчас несколько слов о колодезном насосе, который я сегодня буду устанавливать. Многим наверняка известна станция Grundfos MQ, которая хорошо себя зарекомендовала в работе. Безотказный механизм с автоматикой, которая работала по принципу «подключай и работай». Насос SBA, который мы сегодня ставим, это аналог станции MQ, только в виде погружного насоса. Данный насос устанавливается в колодцах и скважинах глубиной до 10 метров. Также он может устанавливаться в емкостях для сбора дождевой воды. Как раз у нас сегодня такой случай. А сейчас несколько слов о технических характеристиках данного колодезного насоса. Итак, SBA 345AW. SBA это серия насоса, 3 метра кубических в час, 45 метров напор, АВ автоматическое управление с поплавковым механизмом, который позволяет забирать воду от поверхности емкости, где она является наиболее чистой, без всяких примесей, листвы и тяжелых взвесей. Что, распакуем наш насос. Что мы здесь видим? Мы видим здесь инструкции по монтажу, которые никто не читает, а зря. Есть напорный патрубок, рассчитанный под разного размера шланги и резьбы. Всасывающий патрубок, о котором я вам говорил. И сам насос. Гарантийный талон. 15 метров кабеля с вилкой. Есть аварийный выключатель поплавкового типа. Проушина для того, чтобы подвязать его за трос, канат или что вы придумаете. Ну и рукоятка для переноса и, возможно, тоже закрепления троса или каната. Еще раз о принципе забора воды данного насоса. Значит, патрубок с грушей и сетчатым фильтром. Подключается к насосу. Груша максимально держит всасывающий фильтр у поверхности бака, для того, чтобы он не хватал листву и не хватал болота с дна бака. В комплекте есть так называемая елочка, которая ввинчивается в напорный патрубок насоса. Имеет 2 размера резьбы и 2 размера елочки под шланг. Выбираете нужный для вас, лишнее срезаете и монтируете напорную магистраль. Несколько слов о насосе. Реле давления, датчик протока, обратный клапан встроены уже в саму установку. Двигатель находится в верхней части насоса, охлаждается перекачиваемой жидкостью. Рабочие колеса и корпус насоса из композитных материалов. Вал с роторами, всасывающим патрубком из нержавеющей стали. Все, что необходимо, встроено в корпус станции. Станция готова работать сразу же после установки и подключения электропитания.
Немножко о принципе работы самого насоса. Автоматика автоматически обеспечивает пуск насоса после открытия крана. И также автоматически останавливает его после того, как кран будет закрыт. Станция запускается при падении давления до 2,2 бара. Кроме встроенной защиты от сухого хода, насос имеет еще механический поплавок. После падения уровня жидкости в емкости поплавок опускается и размыкает питание, приходящее на насос. После срабатывания функции защиты от сухого хода насос останавливается. После возобновления уровня жидкости в емкости насос автоматически перезапустится. С сухим ходом разобрались. К слову, здесь есть еще защита от перегрева двигателя. Что важно помнить перед началом установки? Конечно же, все это можно прочитать в инструкции. Но для тех, кто инструкцию не читает, вкратце расскажу. Первое. Берем только за рукоять, когда его переносим. Имеется здесь проушина для того, чтобы его подвязать на трос или на канат. Ни в коем случае не дергаем его за электрический кабель. Монтаж сугубо вертикально. Момент отклонения его возможен только на 15 градусов. Это максимально возможное. И даем при установке зазоры от ближайших стенок емкости для нормальной работы поплавкового выключателя. Я решил, что я буду использовать дюймовую резьбу, подрежу лишнее. Подключение у меня будет организовано в полипропилене. Прямые части труб будут максимально ровно держать насос в вертикальной плоскости. Это старая автоматика, видно, что она была утопленная, потому что емкость была переполнена в какой-то момент. Ну, соответственно, конечно, она перестала работать. В новом насосе автоматика уже встроена в корпусе, как я говорил, и затопление, понятное дело, ей уже не страшно. Заканчиваем напорную магистраль. Сейчас опустим насос на свое место и вскоре испытаем. Не забывайте про страховочный канат. Трос, он же для подъема служит, он же служит для страховки. В инструкции написано, что он должен быть. Будьте любезны, пользуйтесь инструкцией. Все, страховочный трос привязан на своем месте за проушину. Опускаем. Как вы видите, довольно легко мы смонтировали погружной насос для колодца с дождевой водой. Кабеля в 15 метров, я думаю, редко кому не хватит для того, чтобы запитать к сети данное устройство. Что ж, монтаж выполнен, все сделано, все закреплено и подвешено. Пробуем включать и смотрим, как идет вода. Обратил внимание на кабель, который подключается к станции. Довольно дорогое изделие. Кто разбирается, тот поймет. Это кабель H07 RNF. Он масло, жироустойчивый, виброустойчивый, износостойкий, мягкий. У него там поворот до 5 диаметров. То есть очень качественное изделие. Вот наш кран системы полива от дождевой емкости. В розетку мы насос включили, проверяем. Как вы видите, достаточно хорошее давление. Сейчас мы включили воду, и насос работает. Работает очень и очень тихо. Его практически не слышно. Так что я думаю, если кому-то придется его поставить где-то в емкости, которая находится в доме или вблизи, будьте уверены, вы его не услышите. Работа окончена. Спасибо, что смотрели. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. Я на все вопросы буду отвечать. Предлагайте новые темы для следующих видео.